Аслам, свет. Фу. Давай. Давай. Здравствуйте, Николай Иванович. Николай Иванович. Здравствуйте, Николай Иванович. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай Иванович. Тимка! Привет, Николай Иванович. Пошли быстрее, на урок опаздываем. Не опаздываем, а задерживаемся. Еще есть время. Гончаренко, очень плохо. Садись, 2. А сейчас пойдет отвечать Остаповский. Ну зачем ты трясешь глобус? Пытается воспроизвести землетрясение. Да успокойтесь, в конце концов. Пойдет отвечать Панченко. Панченко, ну что там еще? А можно я с места? Нельзя. География – это землеописание. Как же ты можешь описывать землю, стоя у парты? Иди к карте. Вручай, Николай Иванович. Людмила Ивановна, можно вопрос? А можно после урока, Чугуй? Я по теме. Да, но я же вызвала Панченко. У него ревматизм. Ну, погоди, Виле. Людмила Ивановна, я точно по теме. Ну хорошо, что ты хочешь спросить? А Колумб ведь не открывал Америки. Началось. Как не открывал? Вот именно, не открывал. Вернее, до него там побывало множество путешественников. Если проследить за исследованиями последних лет, я уже не говорю о тех, которые считаются научно недоказанными, и до сих пор вызывают спор ученых всего мира. Одну минуточку, не так быстро, пожалуйста. Можно и помедленнее. Теперь уже точно известно, что на американском континенте побывали викинги. Профессор Ингстад раскопал на острове Ньюфаундленд по заселению Лансу Медоуз нормандское поселение, датируемое 1000 годом нашей эры. А японская керамика, японские названия, которые прослеживаются в топонимах Перу и Боливии. Римская скульптура из Мексики, финикийские письмена из Южной Америки, пирамиды, подобные египетским, библейские темы в фольклоре индейцев, загадка Кингипстонского камня и, наконец, древняя географическая карта, найденная в штате Невада в Северной Америке. Доказывать, что первооткрывателем Америки был Колумб, сейчас просто лженаучно, хотя мы и отдаем должное великому Генуэзцу. Впрочем, это тоже априорно. Не доказано, что Колумб родом из Генуи. По крайней мере, 20 городов Италии претендуют на роль родины первооткрывателя. Сколько
Сколько городов? 20. Так вот, сейчас в географической науке ведутся споры, были ли активные связи с Новым Светом в доколумбовскую эпоху. Даже маленький факт, что озеро Титикака в переводе с японского означает папа и мама, а эпический герой инков Манко Капак – могущественный глаз. Я же не говорю о том, что индейские и японские обряды и обычаи очень похожи. Ты что? Закругляйся. Что? Все в порядке, хватит. Достаточно, Чугуй. Всем было очень интересно. Однако мы отвлеклись от темы. Тем более, что приступ ревматизма у Панченко, кажется, прошел. Но поскольку урок уже закончился, Панченко ответит нам в следующий раз. Все на сбор дружины! Элеонора Павловна, ваши все в сборе. Даже Корзун и Чугуй не опоздали, перешли минуту в минуту. Ты готова, Лена? Да. Так значит, после слов для решающего шага в будущее надо сделать паузу. Да, понимаешь, все должны Это почувствовать. Тимка или Кефир почувствуют. Не Кефир, а Юра Гукин. И он тоже. Сегодня... Вон он, держи его. Что происходит? Опять Корзун. Это мой мышонок. Смотрите, он же совсем ручной. Убери эту гадость! Тихо! Сядьте по местам. 6 Б остается 6 Б. Успокойтесь, Элеонора Павловна, успокойтесь. Всем мальчикам встать и выйти из зала. А я что такого сделал? Потом объясню. Я это вам говорю. Корзун, тебя это тоже касается. Пожалуйста, если вам так хочется. А с тобой, Гукин, будет особый разговор. Продолжайте сбор. Я думаю, разговор был полезным. Все правильно поняли. Не так ли, Гукин? Ну, а если тебе взбредет в голову принести в школу ужа, удава или крокодила... Я убежден, Вера Васильевна, что Юра осознал. Любовь к животным, безусловно, поможет ему стать добрым и дисциплинированным учеником. Откуда же мне знать, что Нина Ивановна взрослая, а мышей боится? Ну, а что здесь удивительного? Я тоже боюсь мышей. Вот что, Гукин, иди на уроки и больше в школу ничего не приноси. Без разрешения Василия Захаровича. Ты меня понял? Угу. Не забудь про Олимпиаду. Да. Лучшей кандидатуры на Олимпиаду по биологии я не вижу. Ну как, Кефир? Здоровайся. Родителей вызову. Не расстраивайся, Рассказывай. Кефир. Что молчишь? Ну, рассказывай. Все нормально. Только... Здравствуйте. Юра! Юра! Это у него нервное. Нервная? Да, конечно. О, с этим шутить нельзя. Участникам игры «Зорница» приготовиться к сдаче норматива по строевой песне. Начинает 6 А. Остальные в порядке очередности.
Ашкевич! Ну почему всегда в кабинет биологии? Ты можешь хоть раз попасть в кабинет географии. Придешь и застеклишь. Ле. Есть почта полевая, труба зовет. Солдаты в поход. 6 А, 5 баллов. Приготовиться 6 Б. Остановись! Мы должны всех обставить. А где Пелевский? Опять где-то застрял. Да без него обойдемся. Равняйсь, смирно, с песней, шагом, марш! Зеленою весной, под старою сосной, с любимою Ванюша прощается, кольчугою звенит и нежно говорит: не плачь, Маруся, красавица, Маруся, молчит и слезы льет от грусти, валит душа ее, когда-то из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. Маруся, раз, два, три, Равняйсь! Смирно! Направо! О! Это называется строевая подготовка. Стыдно, будущие воины. А что пели? Вы же сами велели строевую. Отставить. Мало ли строевых песен. Готовиться надо было как следует, а не дурака валять. Разойдись. Садитесь. Панфилов, отвечать. Что сдавали? Утес наизусть. Ты выучил стихотворение Лермонтова «Утес»? Конечно. Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Начинай. Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Утром в путь она пустилась. Утром в путь она пустилась. Элеонора Павловна, я хотел спросить, ну как может тучка ночевать? И Вам не потом- надоело? Вы же самый плохой класс в школе. Это с какой стороны посмотреть? Да, ты совершенно прав. К девочкам я не имею никаких претензий. Но вот в отношении мальчиков, Чугуй, сядь на место. У вас же ничего не получается из-за вашей неорганизованности, расхлябанности. Взять, к примеру, тот же каток. Чуть что так каток. Да, каток. Потому что именно в этом случае сфокусирована вся суть вашего поведения. Все понимают, что вы хотели сделать доброе дело, а что из этого вышло? Чуть школу не затопили. А Зорница? Сколько вы о ней мечтали? А теперь, я думаю, вас на Зорницу не возьмут. Как не возьмут? Не имеют права. Не все нормативы сдали. По стрельбе 2-е место заняли. А маршировка случайность, с каждым может случиться. Вот именно. Случайность? Нет, Чугуй, это прямое следствие вашего поведения. Ты говоришь, с какой стороны посмотреть? Вот и объясни мне свое поведение на уроке географии. Нормальное поведение. Я доказывал, что Колумб не первым открыл Америку. По-моему, в этом нет криминала. Садись, Чугуй. И не думай, что мне неизвестна истинная причина твоего великолепного выступления. Может быть, вы вообще не способны на что-нибудь полезное? Сколько интересного я пыталась с вами сделать. Диспуты, встречи, экскурсии. Но во всем этом участвуют только девочки. Вот если бы на футбол сходить все вместе. Или в поход с ночевкой. Правильно, Отлично. Вы в школе-то не умеете себя вести. Могу себе представить, что будет в походе. Да еще с ночевкой. Давайте сходим на балет. Там балерины в пачках. Ах, ах, в пачках. В кульках. В авоськах. Ну вот. Но с вами можно разговаривать серьезно? Говори, Лена, мы тебя слушаем. Должен же хоть кто-то сказать разумное. Сейчас она изречет. А что? Молчать не буду. Просто некоторые наши мальчики еще не выросли из коротеньких штанишек. Ах, какие мы взрослые. Взрослее вас. Вот раньше было. Мне мама рассказывала.
Мальчики и девочки учились в раздельных школах, мужских и женских. Вот если бы сейчас так было, то наш класс был бы самый лучший. Это очень интересная мысль Крючкова. Продолжайте, продолжайте. Мы вас внимательно слушаем. Просто у наших мальчиков нет никакого самолюбия. Зато у тебя его вот сколько. Леонора Павловна, я не могу говорить в такой обстановке. Не перебивайте. Это голос низов. Так вот, если нельзя разделить класс на мальчиков и девочек, я предлагаю, чтобы у нас наступило спокойствие, грызуна перевести в другой класс. Да, перевести в другой класс, потому что все мальчики пляшут под его дудку. Много на себя берешь, Крючкова. Тогда наши мальчики станут более самостоятельными. Корзун, как это понимать? Пойду в другой класс. Реализуй предложение Крючковой. Сядь на место. Ну и денек. От любви к ненависти один шаг. Тихо. Ребята, я считаю, что Лена кое в чем права, но... Чугуй, ты куда? Извините, Леонора Павловна, но я не могу здесь больше находиться. Кстати, Крючкова, Тимка никогда не навязывал свое мнение другим, хотя мог бы, по праву более сильного и умного. Так что извините. Остановитесь, это урок. Ну что, есть он там? Нет нигде. Куда же он запропастился? Я на картодром опаздываю. И мне на тренировку надо. Успейте. Мне через полчаса малых из садика забирать. И то я молчу. Матери снова вечернее дежурство, а отец из командировки еще не вернулся. Зато ты дома не один. Два брата, весело. Мне бы хоть... Ничего ты, пигмей, не понимаешь в детском воспитании. Детей вообще еще можно как-то терпеть, пока они в коляске. Порал, перестал. А потом? Чем взрослее становится, тем несносней. Скоро они на мне ездить начнут. Ездить? Это мне уже пора ездить, если еще на картодром пустят. Нашли кого посылать. Кефир до утра искать будет и не найдет. Привет, честной компании! Привет, Капот. Тимку ищете? Хорошие вы ребята, давно я за вами наблюдаю. Но сегодня вдвойне зауважал. Сгинь, Капот, не до твоего уважения. Каруза, покажешь аккорды на гитаре? Скажу, где Тимка? Собираешься свою шпанячью братью развлекать? Эх, Капот, влетишь ты с ними когда-нибудь. Недооцениваете вы Капота. Я тех мальчиков сам раскусил. И вообще с ними одна тоска. А меня, может, всю жизнь к прекрасному тянет. Слушай, Каруза, ну не жмись, покажи аккорды. Можно? Можно, можно. Вера Васильевна, все. Я больше не могу. Что случилось? Ну, что случилось? Назначая меня классным руководителем, вы говорили, что это очень хороший класс, что мне с ними будет интересно. А тут... Я имею в виду мальчиков. Все события сегодняшнего дня вам известны, а под конец самовольный уход с урока. Какой уход? Самовольный. Захотели и ушли. Все, хлопцы, перекрыли нам кислород окончательно. В смысле? Леонорочка сейчас у директора, они про Тимку говорили. Да еще как. Чего и следовало ожидать. Ты не понял, Коленька Николай Иванович. Его, может, из школы выгонят. И нас тоже. Что? Что ты сказал? Не может быть. Не имеет права. Своими ушами слышал. Вот это сюрприз. Все, парни, расходимся. Я к Тимке, завтра поговорим. Веди, Капот. А аккорды? Научит. Тогда за мной. Держи. Крючкова. 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 Так, Ахрекс, так. Кто воображает точно в другой класс перевести?
Поттер. Благодарю, Капот, можешь заняться музыкой. У Капота слово закон. Посмотрим, как с этим обстоят дела у вас. Пока. Тимка! Есть новости. События разворачиваются не в нашу пользу. Но у меня родились некоторые соображения. Нужно поговорить. Можно и поговорить. Тем более, что у меня тоже родились некоторые соображения. Ну, как так получилось, что мой урок превратился в классное собрание? Захотелось поговорить с ребятами, найти общий язык. Вы же сами говорили, что жизнь ребенка – это своеобразная, неповторимая книга. Ну, допустим, это не я говорила, а Сухомлинский. Но я совсем не знаю, что с ними делать. Они же забыли, как их зовут. Кефир, Пеле, Николай Иванович. Ну, это неординарный мальчик, умничка. Умничка. А Аслам, Шуля, Линя, Гока, Это кто? Подгорецкий. Но раньше у него была какая-то другая кличка. Раньше он был Костыль, а теперь Гока. Не знаете, почему? Нет, а зачем? Интересно? Гока. Нет, вообще вы правы, нам нужно начать бороться с кличками. Вера Васильевна, извините меня, но я скоро буду бросаться на людей. Заберите у меня классное руководство, я вас очень прошу. Элеонора Павловна. Можно, конечно, собрать родительское собрание, педсовет, совет дружин. Но не только вы в таком трудном положении. Я больше чем уверена, ребята тоже чувствуют себя очень неуютно. Можно их наказать. Но разве это главное? Ведь наша главная задача с вами – научить их самих оценивать свои поступки. Научить их делать выводы. Мы все время говорим о самовоспитании и все время чрезмерно их опекаем. Забывая, что сегодня они мальчишки, а завтра-то ведь мужчины. И вы знаете, вот что я хочу вам предложить. Обидно все-таки, что их не взяли. Жалостливая ты очень, Виточка. Так им и надо. Наука будет. Наших мальчишек ничем не проймешь. Видели бы они себя со стороны. Девчонки, а ведь это идея. Давайте устроим им цирк. Какой цирк? По дороге расскажу. Есть идея. Равнение на середину. Равняйсь. Смирно. По автобусам. Марш! Опять ты своих малых притащил. Сторож нагрянет, скандал не оберешься. Куда мне их деть? В садике карантин. Дома их одних оставить нельзя. Здесь они хоть делом заняты. А сторож в воскресенье только утром и вечером обход делает. Я заметил. Да ладно, пусть забавляются. Лишь бы не творили чего-нибудь. Пора начинать. Сегодня мы собрались здесь по чрезвычайным обстоятельствам. Но сначала договоримся все хранить в глубочайшей тайне. Или ты можешь прекратить? Вы, конечно, вправе не принять наше предложение, но... Итак, кто за то, чтобы все держать в секрете и никогда ни при каких обстоятельствах не раскрывать тайны? А в этом нет ничего такого? Пигмей. Ты за или против? Я как все. Ну вот и хорошо. Итак, прежде чем дать слово товарищу Курзуну, я хочу напомнить. Мы мужчины. И в конце концов, рано или поздно, нам в основном предстоит управлять государством. Давайте, Муха. Мужики, дальше так жить нельзя. Мало того, что нас долбят учителя, так кого они еще вздумали нам в пример ставить? Наших же девчонок. Представляете, что теперь начнется? Террор, кошмар. О чем я и говорю. А все потому, что мы сами дураки, на каждом шагу даем им повод. Вот у тебя, Пеле, кроме физкультуры, были пятерки? По рисованию. Вот именно что по рисованию. Ребята, а я где-то читал, что нет плохих учеников, а есть плохие учителя.
Если у меня двойки, значит, меня плохо учат? Каруза! Правильно! Короче, что ты предлагаешь? Внимание. Привет! Вот я вас и нашел. От капота нигде не скроешься. Кто ищет, тот всегда найдет. Каруза, так я тебе аккорды уже выучил. А мой дядька, который в оркестре играет, сказал даже, что у меня талант. Еще пару таких уроков, и я концерт смогу давать. Вот смотри. Сгинь, Капот. Как это сгинь? Ну, отвали. Ты понимаешь человеческую речь? Конечно, а какой я еще должен понимать? А вот ты, между прочим, обещал мне сегодня другую тональность показать. По шее хочешь? Зачем по шее? Мне нужен Каруза, я аккорды выучил. Ребята, он так ничего и не понял. Надо ему помочь. Гитару хоть отдайте. Гуляй, гуляй, Капот. А в этом что-то есть. Представляете, как у всех вытянутся лица? На всю школу слава пойдет. Правильно! Отлично! Молодец, Тимоха, здорово придумал. Теперь буду знать, как нас на зорницу не брать, а? Вот это месть! Страшная месть! А может, на недельку и хватит? Месяц все-таки многовато. Выдержишь. Надо что-то с кличками делать. У всех клички как клички, а у меня пигмеи. Правильно. Гукин, как тебя зовут? Кефир. А настоящее имя? Настоящее? Юра? А вот Пеле. Знает ли он, что настоящее имя его футбольного кумира Эдсон Арантес до Насименто? Сам ты ду. Все. Ясно? Или Каруза. Кончайте! Туши свет, бросай гранату! Голосуем, пока настроение есть! Елки зеленые! Да останови ты ее! Да она не выключается! Ай! Доброе утро. Доброе утро. Я тебя не зацепил, Леночка? Извини, пожалуйста. У тебя что сегодня, день рождения? Ну, почему обязательно день рождения? Он у меня в феврале. Здравствуйте, девочки! Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Катя, извини, пожалуйста, у тебя случайно не Доброе найдется утро. синий стержень? Не успел вчера купить. Пожалуйста, если можно. Доброе Есть, утро. конечно. Пожалуйста, Асламчик, сколько угодно. Большое спасибо. И еще, Катя, очень тебя прошу впредь называть меня по имени или по фамилии. Как тебе будет удобно. Хорошо, Женя. Конец. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуй. Доброе утро. Здравствуйте. Прошу минуточку внимания. Сегодня в нашем классе именинница Наташа Коваленко. От имени всех мальчиков мы поздравляем тебя, Наташа, и желаем тебе всего, чего тебе самой хочется. Во! А ты как думал? Элеонорочка заболела! Ура! Вместо литературы будет география. Добрый день. Садитесь.
Панфилов к доске. У тебя даже сегодня дневник есть? Конечно. Ну, что ты учил на сегодня? Что был заодно климат Африки. Ну что ж, отвечай. Географическое положение Африки обуславливает ее климат. В связи с тем, что материк пересекает экватор, определились климатические пояса, которые чередуются как в северном, так и в южном полушарии. Субтропический пояс переходит в тропический, а потом субэкваториальный и экваториальный. Уже в южном полушарии климатические пояса начинают повторяться. Экваториальный, субэкваториальный, тропический, субтропический. Летний изотерма субтропического пояса, то есть средняя температура, плюс 25 градусов, а зато зимняя всего плюс 4 градуса, что говорит об амплитуде колебаний температур 21 градус. Девочки, ну как вам не стыдно? Берите пример с мальчиков. Достаточно, Панфилов. Очень хорошо. Молодец. Ты заслужил отличную оценку. Спасибо. Садись, пожалуйста. Кто еще хочет отвечать? Нет, вы только посмотрите. Вот тебе и цирк. А мне наши мальчики сегодня нравятся. Вы знаете, я никогда не думала, что кефир подножку стерпит. В этом что-то есть. Уже капитулируешь? При чем здесь это? Просто говорю. Конечно. И Тимка как будто старше стал. Натали, ты тоже? А что? Никого не боюсь. Тима! Что, Наташа? Можно я тебе поправлю галстук? Можно. Спасибо, Наташа. Не за что. Идем стекло ставить. Дед, а может ты сам, а? А, нет уж. Нет уж, пойдем вдвоем. Мне надоело из-за тебя извиняться. С начала сезона какое стекло разбабахал? С десяток наберется? 9. Ну вот, скоро будем праздновать юбилей. Тоже мне Пелле нашелся. Опять издеваешься? Да не издеваюсь я. Я не издеваюсь. И ты, пожалуйста, не дуйся. Витек, футбол – это не только ноги, это на 80% это голова, понимаешь? Ну, объясни мне, как это у тебя получилось? Хотел с разворота, нога подвернулась. С разворота. Да это же элементарно. Я когда-то, знаешь, как выполнял этот удар? Слышал бы ты, что говорили обо мне болельщики? Это в Конотопе. Да, в Конотопе. У меня не было возможности. А так и обязательно был бы в команде мастеров. Помнится, мне этот удар выполняется так. Смотри, тянешь носок и с разворота. Юбилейная. Да что же это делается? Ой, да что же это делается? Ну ни минуты покоя нет! Гражданин, вы не видели, кто хулиганит? Эх, поймать бы негодника! Простите его, пожалуйста, он больше никогда. Я вам обещаю. Отпустите его, пожалуйста. Я вас очень прошу. Мы в библиотеку опаздываем. Вот он! Дед, куртку забери! Держите его! Уйдет! Держите хулигана! Да успокойтесь, пожалуйста. Я сейчас вставлю вам стекло. А его отец со мной рассчитается. Потом. Ой, спасибо, голубчик. Ну только ж вчера застеклили. Ах, ноги, годы.
Одну минуточку. К сожалению, мы сегодня не смогли полностью удовлетворить вашу заявку. Осокин на руках, но мы пошлем абоненту открытку. А история инквизиции сдана в переплет и будет готова только завтра. Ладно, Над чем работаете, молодой человек? к урокам готовлюсь. Я всегда говорил, что школьная программа слишком перегружена. Зачем столько? Чтобы хорошо учиться, надо докапываться до истины. А с тебя-то пока учебников хватит. Приступай. Довольно ворон считать, работай, я потом проверю. Женя? Женечка? Что? Сынок, папа приехал. Что? Папка! Па! Отгадай, что я тебе привез? Что? Сейчас покажу. Умрешь от счастья. Ух ты! Здорово! Через всю Спасибо. Европу тащил. Ну что, не нравится? Ну что ты? Конечно, нравится. Только мне уроки надо делать. Извините, разрешите с мальчиком поговорить? Спасибо. Юрочка, здравствуй, дорогой. О, здравствуйте. Как хорошо, что ты пришел. Знаете, случайно забрел, дел накопилось много, времени не хватает. А у меня горе. Что случилось? Мои скалярии перестали размножаться, а один дискус сдох. За температурным режимом следите? Да, обязательно. А чешуя у рыб не вздулась? Вроде нет. Если вздуется чешуя, промойте слабым раствором марганцовки с антибиотиками. Марганцовки с Антибиотики слабым раствором. Юра, продай скалярий, а? Вы же меня давно знаете, я животными не торгую. Ну а как же? Вот Юрочка, а может быть зайдешь? Посмотришь. в ближайший месяц, наверное, не получится, но если будут вопросы, звоните. Спасибо, я позвоню. Юра! Всего хорошего. Можно тебя на минутку? Посмотри на этого Генри. С виду красив. Как ты думаешь, петь будет? Будет. Спасибо. Простите, а в собаках вы разбираетесь? Разбираюсь. Я тут присмотрел одного щеночка. Вы бы не могли посмотреть? Это можно. Я вас очень прошу. Вот. Нет, думаю, вам это не подойдет. Ну, почему? Я хотел именно овчарку. Вот поэтому и не подойдет. Ты что, парень? Я 20 лет овчарок выращиваю. Вот паспорт. Хотите, могу доказать. Не трожь животных. Обманывать покупателя некрасиво. Всего доброго. Юра! Привет, Тимоха. Ты где вчера пропадал? Я звонил, заходил несколько раз. Понимаешь, корм надо было для животных купить. Но потом знакомых встретил, расспросы, там Короче. советы. Уроки сделал? К алгебре подготовился? Всего на 3 дня тебя и хватило. Вы знаете, Марья Ивановна, я 30 лет работаю в школе, но такого знатока и любителя животных, как Гукин, я не встречал. Я всегда верил в него. Но сейчас, как говорят наши коллеги, он и по другим предметам делает огромные успехи. У меня к вам большая просьба. Вызовите его, пожалуйста, а? Мне интересно ваше мнение. Я думаю, что он вам доставит море удовольствия. Я редко ошибаюсь в людях. Вообще-то я наметила других учеников. Но если у меня останется время, я обязательно вызову. В наше время хороший ответ – это большая редкость. Я убежден, Юра будет на высоте. Буду очень рада.
минус 27а квадрат плюс 48а минус 21. Отлично, Сережа. Садись, 5. А теперь пойдет к доске Катя Никитина. Записываем уравнение. В скобках 6х минус 5 умножить. Я в туалет хочу. С перепугу, небось. Сиди тихо, терпи. Минус Нож. 2. Что? Дай мне свой нож. Для решения этого уравнения мы сначала должны раскрыть скобки. Катя, говори Сейчас мне, я а выйду из всем класса. Если вызовут этого Юру Гукина, Кефира Толстокожего, под любым предлогом выйди и ты. Это будет для меня сигналом. Ты что задумал? Замкну контакты школьного звонка. Ты что, током знаешь, как может врезать? Равно 0. Скажи спасибо, что пронесло. Чуть все дело не завалил. Я колеса на карт не поставил, а уроки выучил. Эх ты. А я гитару капоту отдал, чтобы не мешало. Думаешь, легко в библиотеке, когда... Ребята, да это в последний раз, честно. Ну, хотите, я всех своих животных в биологический кабинет отнесу? Решай самки, Юра. Но учти, еще одна такая выходка, на пушечный выстрел к себе не подпустим. Ну вот и все. Еще остался аквариум, но скалярии как раз размножаются. Ты что, Юра, переменил увлечение? Что, Василий Захарович? Просто им здесь будет лучше. Дома я не успеваю следить за животными. Вовремя покормить, почистить клетки, ну. А в школе проще. Учеников много. Правильно, Юра. Любовь к животным – это высокое и благородное чувство. Извините, Василий Захарович, можно Гукина? Опаздываем. До свидания.
Заглох. Вот что значит пропускать тренировки. Не расстраивайся, Женька. На следующих соревнованиях выиграешь. Да ну вас всех! Надоели. Беле снова на тренировку не пришел. Без него точно завтра проиграем. Я знаю, кто виноват. А вот и он. Корзун! В чем дело? Надо поговорить, Тимоха. Ты оставишь ребят в покое? Прекратите! Прекратите немедленно! Корзун! Доброе утро. Здравствуйте, Леонор Павловна, с выздоровлением вас. Спасибо. А это что такое? Это? Да. Упал вчера. Рекс полудернул, вот я и грохнулся от неожиданности. Ах, так это Рекс? Рекс, Леонор Павловна, он. Мне можно идти, скоро звонок. Иди, Корзун. Угу. Здравствуйте. 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 Доброе утро. Вот. Разрешите Для нашей учительской. Доброе утро. Доброе утро. С выздоровлением вас. Как вы себя чувствуете? Спасибо, хорошо, здравствуйте. Вы меня извините, но я должна вам высказать. У меня нет слов. Да, я знаю, Корзун опять подрался. Да нет же. Как, Кефир что-нибудь натворил? Да нет. Пеле? Ну дайте хоть слово сказать. А, ну все понятно, Николай Иванович. Да выслушайте, наконец. Произошло чудо. Обыкновенное или необыкновенное, я уж не знаю, но чудо. Ваши дети совершенно преобразились. Они стали неузнаваемы. Раньше в этот класс я шла как на казнь, а сейчас как на праздник. Поздравляю вас, коллега. А что вы удивляетесь, Людмила Ивановна? Молодое к молодому тянется. Товарищи, ведь сколько раз мы не пытались образумить этих ребят, поставить на место. И все напрасно. А пришла молодая учительница, и класс не узнать. Да, да. О чем вы говорите? Не скромничайте. Ваши результаты налицо. Да, да. Вы знаете, в них даже появилась, я бы сказал, какая-то интеллигентность и в манере поведения, и в разговорах. Спасибо. Приятно слышать. Что ты хочешь этим сказать? А то что все. Больше я в эти игры не играю. Хватит. Сыт по горло. Да ты что? И у меня ваша библиотека в печенках сидит. С сегодняшнего дня можете на меня не рассчитывать. С сегодняшнего дня, кстати, Леонора Павловна на работу вышла. Вот и отлично. Все возвращается на круги своя. Пора становиться нормальными людьми. А то мы ее насмерть перепугаем. Своими здрасте, до свидания, спасибо, пожалуйста, извините. Ты как хочешь, Тимоха, а мне надоело выпендриваться. Я жить хочу. А может, действительно хватит? Только жаль, я всех зверюшек в кабинет отнес. Вы как хотите, а я пигмеем снова не буду. Ведь договаривались, слово давали. Заткнись, совесть ходячая. Тоже мне воспитатель нашелся. Где бланш подцепил? Молчишь? То-то! Свобода! Ну, теперь наши бабы у меня попляшут. Играй тушь, Каруза! Кстати, Аслан, меня зовут Вадим. Вадим Панфилов. И впредь прошу обращаться ко мне только так. Я же не называю тебя Асламом. Хотя ты вполне соответствуешь своей кличке. Аслам. Осел сам. Повтори! Ребята, стойте! Лена Павловна!
Что вы здесь делаете? Здравствуйте, Эльнор Павловна. С выздоровлением вас. Спасибо, здравствуйте. Ну так все-таки что? Мы репетируем. Репетируете? А что это у тебя на лбу? Грим, Крючкова. Грим? Успокойся, Лена. Это очень даже интересно. Я уже наслышана о вашем великолепном поведении, о ваших успехах в учебе, но, оказывается, это еще не все сюрпризы. Так что же вы репетируете? А мы пирамиду готовим к смотру художественной самодеятельности. Великолепно. И все? Нет, не все. У нас есть целая программа. Вот я, например, хочу прочесть лекцию о релятивистском эффекте в трансгалактических перелетах. У нас талантов хватает. А я умею фокусы показывать. И вообще, мы создаем свой ансамбль. Но если так, то до встречи на смотре. Не будем им мешать, Лена. Вот это влипли. Еще этот балбес со своим ансамблем вылез. Что? Ребята, а я могу попробовать спеть. Мама говорит, что у меня получается. А ну-ка спой, Славик. Сейчас? Ладно, ладно. Давай, я подыграю. Хорошо. Только вы на меня не смотрите. Ладно, всем отвернуться. Не вундеркинды мы, не чудо-дети, обыкновенные мальчишки, но у нас есть самый замечательный на свете наш необыкновенный чудо-класс. Есть самый замечательный на свете наш необыкновенный чудо-класс. Да, мы шалим, но так ли это плохо? Смотрите, как шалит порой весна. А детство — это целая эпоха и целая весенняя страна. А детство — это целая эпоха и целая весенняя страна. Тимка! Тим! Привет! Привет. А я у бабушки на даче была. Красивая у тебя собака. Не укусит? Нет. С такой ничего не страшно. Без нее не страшно. Задаешься. Не нужно, Лен. Почему? Ведь это правда. А вообще-то ты должен меня благодарить. За что это? Помнишь, я предложила, чтобы тебя перевели в другой класс. Ты после этого обозлился и подговорил всех мальчишек. А что, разве не правда? Просто тогда ты сказала глупость, Крючкова. Фу, фу, фу. Вот видишь, даже пес считает, что ты не права. Если уж говорить откровенно, раньше ты мне нравился больше. Да и все вы, не мальчишки теперь, а... Ты так говоришь, потому что теперь перестали замечать себя. Мне кажется, что ты очень злая и старая. Маленькая старушка ты, Крючкова. А ты? Ты дурак! Между прочим, женщинам о возрасте не говорят. Ну что? Звонил, никто трубку не берет. Куда же он мог запропаститься? Репетировали, личной жизнью жертвовали. Ну, готовы? В том-то и дело, что не готовы.
Каруза, то есть Панфилов не пришел, а без него. Элеонора Павловна! Подожди, Лена, а что же делать? Не знаю. А я знала, что рано или поздно... Что ты знала? Что? Идите в зал, мальчики. Как же так? Я ведь только настроился. Как настроился, так и расстроишься. Вот вам и ансамбль, а ты и довольна. Представьте себе, а то воображает уж очень в последнее время. А на деле? Лена, ну так нельзя. Ну разве у тебя все гладко выходит? Конечно, с кем не бывает, с каждым может случиться. Слышали, как Элеонорочка их защищала? А я уверена, что никакого ансамбля и не было. Нарочно подстроили так, будто кто-то опоздал. Опозорили класс перед всей школой. Ты не права, Лена. А может, с Карузой несчастье случилось? Несчастье? Ха-ха! Да он сейчас наверняка вместе со всеми в своем тайнике собрались и шушукаются, чтобы снова какую-нибудь пакость подстроить. Выдумываешь ты все, Крючкова, и чего ты только на них взъелась? Я выдумываю, я взъелась. Я даже знаю, где их искать. Где? В старом доме, что под снос. Да перестань ты. Не верите? Я могу показать. Кто со мной? Я пойду, я Не пойду. все, не все. Вот Оксана, Вита и Наташа. Остальные ждите нас здесь. Пошли. Все, Тимоха, больше не могу. Попугайчик сдох. Да если б я в школу не отнес, он бы еще 1000 лет жил. Это еще как сказать. А, Ты почему на осмотр не пришел? мать с утра на работу ушла, а меня с малыми сидеть заставила. Они телефон оборвали. Что мне вам рассказывать? Вы же их знаете. Да, семья и общественная деятельность в нашем возрасте вещи несовместимые. Не мог их с собой взять? Только корузиных индейцев нам еще в школе не хватало. Я их и так сейчас сюда приволок. Возле дома играют. Шею бы тебе намылить, Каруза. Пошли, пошли. Наташ, пошли со мной, а вы, девчонки, оставайтесь здесь. Только недолго. Хорошо. Здравствуйте. Фу. Явление Христа народу. Ребята, я решил остаться на 2-й год, чтобы учиться вместе с вами в одном классе. Я тебе останусь. Ну тогда не прогоняйте меня. Мне с вами интересно. Ладно, оставайся. Только смотри, проболтаешься. Да вы что, не знаете Капота? Закрой капот. Ну что молчишь, Тимоха? Думаю. Вообще-то, ребята, оно приятно, когда тебя хвалят. Только попугайчика жалко. Сидеть! Ребята, что это? Может, это мои пацаны? Дом ломаю! Смотри! Обвал там, что ли? Куда ты, дурень? Может, мои пацаны там? Ребята, там девочки! Какие еще девочки? Лена и Наташа! Засыпала их? Не знаем, они наверху были. Ой, мамочки! Что вы здесь делали? Теперь будет. Быстрее, быстрее! Там они! Вот там, наверху! Вон они! Девочки, родненькие, только не двигайтесь, мы сейчас что-нибудь придумаем. Нужна лестница. Только пожарники выручить могут. Я побежал! Не шевелитесь, я сказал! За мной! А вы что, домой не идете? Мы сейчас пойдем. Элеонора Павловна, а что теперь мальчикам будет? Мальчиком? Да ничего не будет. Самодеятельность – дело добровольное. Если захотят, выступят в следующий раз. Девочки! Девочки, скорей! Там. Что? Что случилось? Что случилось?
случилось? Говори немедленно. Давай руку. Давай же, не бойся. Спокойно, Лена. Мамочка! Держите! Спокойно. Там они! Ну что? Все нормально. Стащили девчонок. Больше там никого нет? Нет. Проверьте парадное. А малые Вадика? Да вон они. За углом в песке играли. Да. Ну и ну. Нашли место для развлечений. Сумасшедшие мои. Дурочки. Что же мне с вами со всеми делать-то? Простите, пожалуйста, а вы кто будете? Это Элеонора Павловна, наш классный руководитель. Но она ни в чем не виновата. Защитники. Знаю, что не виновата. А отвечать все равно придется. Хорошо, хоть все живы остались. Не вундеркинды мы, не чудо-дети, обыкновенные мальчишки, но у нас есть самый замечательный на свете наш необыкновенный чудо-класс. Есть самый замечательный на свете наш необыкновенный чудо-класс. Да, мы шалим, но так ли это плохо? Смотрите, как шалит порой весна. А детство — это целая эпоха и целая весенняя страна. А детство — это целая эпоха и целая весенняя страна. Давай же, друг, стараться так стараться, мы на свидание